Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 3 марта, пятница. И сегодня я хотел бы подвести итоги под визитом Лукашенко в Китай. Но речь пойдет не только, естественно, о Лукашенко. Речь пойдет вообще о целом треугольнике взаимоотношений. С одной стороны, это Китай и Российская Федерация, и, в какой-то степени, Беларусь, с другой стороны, Украина, Соединенные Штаты, союзники по НАТО. Но я бы сказал, что Беларусь все-таки выступает здесь как-то так немножко в стороне, о чем мы с вами и поговорим. И важно это все не только потому, что там обсуждали какие-то определенные политические вопросы, несмотря на то, что они, наверное, были важные. Для нас сейчас самый главный вопрос. Поставит ли Китай оружие, летальное оружие России? И не просто поставит ли, а поставит ли в течение ближайших 6 месяцев. Потому что, насколько я понимаю, проверяя температуру по 6-й палате, ситуация у агрессора в войсках достаточно напряженная. И особенно напряженная ситуация с боеприпасами. И враг с очень большой настороженностью и озабоченностью, я бы не хотел говорить с паники, но с какими-то проблесками почти паники ожидает весенне-летнего наступления ВСУ. Но есть опасения у аналитиков, прежде всего в Соединенных Штатах, в странах НАТО, что если Китай срочно начнет оказывать летальную помощь Российской Федерации, то ситуация на поле боя теоретически может и измениться. Итак, начнем. Вчера, закончился визит Лукашенко, и вчера же выступал на брифинге адмирал Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, который специализируется на стратегических вопросах. Ему, в частности, был задан вопрос, как США относятся и оценивает возможность, перспективы поставки китайского оружия летального в Россию по результатам визита Лукашенко. Кирби повторил, собственно говоря, предыдущую позицию США о том, что есть информация о том, что Китай рассматривает такую возможность, но нет информации о том, что решение принято. Раньше, если вы помните, представители разведки и Госдепартамента говорили, что есть подозрение или информация, но она очень такая тонкая, о том, что Китай якобы движется в сторону принятия позитивного решения по этому поводу. На этот раз Кирби ничего по этому поводу не сказал насчет того, куда движение осуществляется. Просто есть опасения. Это пока на столе для рассмотрения у китайцев. Они это рассматривают. Ну и Кирби сказал, о чем мы будем гадать. Посмотрим, что они предпримут. Надо сказать, что Соединенные Штаты, они предпринимают соответствующие действия для того, чтобы внушить Китаю мысль, что лучше воздержаться от этого рокового решения, потому что это будет серьезная красная черта. По этому поводу сказал глава внешней политики ЕС Боррель недавно, и по этому же поводу сказала представительница Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций о том, что это будет красная линия. И китайцам на разных уровнях было доведено, что ожидает страну, если она пойдет на этот роковой шаг. Но надо сказать, что одновременно после Кирби комментировала ситуацию по американскому телевидению бывший сотрудник РУМО, военной разведки Пентагона, Ребекка Кафлер, которая сказала о том, что в принципе, если Китай пойдет на эти
действия. Она напомнила, что в ходе визита Лукашенко было подписано, среди прочих документов, также соглашение о сотрудничестве в военной области. А накануне визита буквально Лукашенко собрал представителей правительства, где заявил, что мы должны готовиться к крупному производству, крупным контрактам или работа, проектам военно-промышленного комплекса, в том числе производство боезарядов всевозможных, дронов и еще там чего немало. С другой стороны, Кефлер заметила, что отношение Китая, так же как Соединенным Штатам, как почему-то она так посчитала, к войне в Украине, оно ситуативно. И к России Китай относится на самом деле не как к стратегическому партнеру, и партнерства этому нет границ и берегов, а относится весьма утилитарно. То есть Россия нужна Китаю только в том смысле, чтобы сдержать Соединенные Штаты Америки в Европе, но для этого Китаю никак не нужно вступать непосредственно в практически столкновение с Западом в случае поставок оружия России. Но давайте рассмотрим вот этот весь комплекс вопросов. То есть вопрос стоит самый острый: поставит Китай или нет. Если поставит, то ситуация может, опасаются аналитики, серьезным образом измениться на поле боя. Но мы дальше об этом поговорим еще. Теперь давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения вот каждого участника, так сказать, этой игры или этого проекта. Ну, начнем с Лукашенко. То есть Лукашенко объявил о том, что вот я приеду, и тогда мы включим свой ВПК на полную мощность. В этом плане аналитики отмечают, что в Белоруссии есть производство достаточно современных видов некоторых вооружений. В частности, указывается на Полонез. Это система залпового огня. Говорят, что она чуть ли не Хаймарс превосходит. И вот, значит, Беларусь может начать производство этого вида вооружения для Китая. Ну, я могу здесь отнестись к этому заявлению с известной долей скептицизма. То есть, судя по предыдущим проектам военного сотрудничества Советского Союза, ну даже не Советского Союза, в основном России с Китаем, эти сделки происходят таким образом. У Китая покупают у России неограниченную партию какого-то вида оружия, которого у китайца нет, и на этом все заканчивается, потому что Китай воспроизводит и начинает без всяких лицензий производить это оружие у себя на своих собственных предприятиях. То есть все может для Лукашенко закончиться поставкой одной системы Полонеза, и на этом всем закончится. Далее, значит, для чего нужна была эта поездка Лукашенко? Я отдалек от мнения в том, что он поехал туда исключительно как гонец от Путина, чтобы отработать полностью интересы Путина, интересы Российской Федерации и вернуться, значит, с докладом к Путину: вот что мы для вас сделали. В частности, самое главное, это сейчас грянет китайская помощь. У Лукашенко ситуация совсем другая. То есть он отчаянно пытается держаться на поверхности и не дать Путину, России поглотить самого Лукашенко и вместе с ним всю страну. А дело практически туда движется. Но, повторяю, Лукашенко прекрасно понимает, что если его проглотят, так как вот проглотили Януковича, то это все для него, это конец. И не случайно, когда в Минске некоторое время назад начались вот эти грандиозные антилукашенковские демонстрации, потом перекинулись на другие города,
Беларуси, Лукашенко искал базу, вот последнюю базу, когда уже все рухнуло, уже спасти ничего нельзя, надо убегать, как вот нацисты убегали в конце Второй мировой войны в Латинскую Америку. Так вот, Лукашенко рассматривал вариант, куда ему деваться, и Россия не была тем местом, куда он собирался бежать. Это были Объединенные Арабские Эмираты. Именно там он готовил и продолжает готовить в течение многих лет себе базу, куда он в случае чего должен сбежать. Видимо, там и есть его активы, нажитые непосильным трудом в течение многих лет, десятилетий пребывания у власти. Что он прекрасно понимает, что в России это все у него обдерут как липку. Ему нужен был Китай как противовес России. Ему нужен был товарищ Си как противовес Путину. Потому что это как палочка-выручалочка для него. Ему нужна быть свобода какая-то, хоть минимальная маневра. То есть он хотел бы занять такую же позицию, как сумели занять некоторые страны бывшей советской Средней Азии, ныне государства Центральной Азии, как их теперь называют. Это Казахстан, в какой-то степени Киргизстан, вот эти все станы, да, с которыми Китай в последнее время, последние месяцы заключил несколько соглашений, взял их, по сути дела, под свой зонтик, фактически вытеснив оттуда Российскую Федерацию. Вот такое положение захотел для себя приобрести Лукашенко. То есть он поехал туда не столько для того, чтобы выполнить поручение Путина, сколько для того, чтобы приобрести себе автономию, свободу маневра. Это самое главное. Но это, конечно, не отрицает того, что он должен быть что-то привезти и своему брату из Пекина. Своему брату, я имею в виду Путина. Что касается Китая, значит, американская оценка Китая. Вчера министр Соединенных Штатов Остин обнародовал или обратился к вооруженным силам США с посланием, письменное послание. Это делается примерно один раз в год, и в этом послании отражаются коренные, так сказать, ключевые моменты стратегической ситуации и вызванные этим потребности, цели вооруженных сил страны. И в этом послании говорится, что самая главная опасность – это возрастающая агрессия Китая. Причем, по словам Остина, это проблема на поколения. Это вызов, который будет стоять перед целым, а может быть и несколькими поколениями. В этой связи Соединенные Штаты должны, как написал Остин, не дать коммунистическому режиму Китая перестроить международный порядок по своему образцу и подобию. И для этого Соединенные Штаты должны, вы понимаете, модернизировать все виды вооруженных сил, укрепить свои позиции на всех театрах потенциальных военных действий, потому что если что произойдет, это будет глобальная война, но главное внимание все-таки это укрепить позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого, как отмечалось, Соединенные Штаты активизировали свои базы, договоры о базах с Филиппинами, затем, я вам рассказывал, с Японией, там совсем другая конфигурация теперь американского присутствия будет наблюдаться, и совсем другое оружие будет поставлено. Здесь же задействованы Австралия и Новая Зеландия, однако, как отмечает Остин в своем послании, вот эти все усилия, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, они лишь в ближайшей, может, в какой-то степени среднесрочной перспективе сдержат Китай в отношении Тайваня. То есть не дадут Китай принять вот это роковое решение и вторгнуться в Тайвань, чтобы включить его в состав Китая.
Поэтому, значит, эта проблема, как он сказал, на много лет вперед, и это есть основная стратегия Соединенных Штатов Америки. Вот и все, собственно говоря, что он написал. Там не было ничего от России, о России сказано, но исходя из логики этого послания, я могу для себя сделать вывод, что если в самом худшем сценарии Китай пойдет сейчас на оказание помощи летальной Российской Федерации, в тех масштабах, в которых это потенциально может изменить ситуацию на поле боя в ходе особенно предстоящей весенне-летней кампании, то Соединенные Штаты не остановятся, не проглотят молча эту пилюлю. Они предпримут ответные действия, не только Соединенные Штаты, но и НАТО, и вся Европа, причем по всем азимутам, если можно так сказать. Уже сейчас представители Соединенных Штатов ведут большую дипломатическую работу с представителями Европы и G7. Делятся развединформацией. Ситуация примерно такая, которая была с конца октября 2021 года, когда у американцев появилась надежная развединформация о вероятности нападения России на Украину. Американские средства массовой информации, некоторые, цитируют высказывания европейских чиновников, которые в курсе дела вот этих переговоров. Американцы делятся развединформацией, но вот Reuters, агентство Reuters, цитирует одного из европейских чиновников, который говорит, что, в общем-то, мы не увидели ничего нового. Мы, сказал он, на основании его знаний о том, какая информация имеется у европейских стран НАТО, говорит, мы не видим никакой реально угрожающей информации о том, что Китай принял решение о летальной помощи или близок к ее принятию. Но американцы говорят, что у них есть такая информация, достаточно серьезная, и они продолжают ею делиться с европейцами. Ну и надо полагать, что они их в конце концов убедят, хотя бы потому, что предыдущая их информация по Украине была подтверждена просто блестяще. Как показывают разведданные, которым американцы делятся с европейцами, конфликт в Европе перешел в стадию окопной войны. Это то, что наблюдалось в ходе Первой мировой войны. Россия, главное, что и позарез сейчас надо, это ликвидировать острейшую нехватку боеприпасов. Взять их сейчас практически неоткуда-то, кроме Китая. У Ирана нет, считается, что нет. Корея поставила немного, совсем немного, и, как считается, эти боеприпасы сомнительного качества. А почему поставили немного? Потому что китайцы это дело сдержали. Если бы китайцы дали зеленый свет, корейцы могли поставить больше. Таким образом, вот единственная надежда, единственный проблеск, луч света в мраке ожиданий Российской Федерации накануне весенне-летней кампании является Китай. Чем кроме этого может помочь Китай? То есть идеальная мечта, идея фикс для России – это массовая поставка боеприпасов. Это надо сейчас. Но считается, что сейчас, вот просто немедленно, Китай этого сделать не готов. Не готов, потому что он еще не принял решение, а потом там возникает проблема с логистикой. Ну и потом масса других вопросов, о которых мы еще здесь сегодня остановимся, которые делают немедленную поставку боеприпасов России для того, чтобы она могла их использовать в весенне-летнюю кампанию, практически нет. Другие варианты – это поставка, вот американская разведка получала информацию о том, что россияне договорились с китайской компанией Bingo Avionics Technologies. Якобы достигнуто соглашение о поставке 100 дронов.
Эти дроны будут очень похожи на «Шахед» иранский, который уже применялся для ударов по инфраструктурным объектам, жилым кварталам и на поле боя в Украине. Кроме того, существует опасность, что Китай может поставлять всевозможные полупроводники, так называемые чипы, которые, я вам рассказывал, по-моему, в одном из последних видео о том, что острейшие, это по оценкам уже орков, в России острейшая, в ВПК России острейшая нехватка вот этих чипов, полупроводников, которая делает практически невозможным производство нынешнее наиболее высокоточных и самых современных видов вооружений. Так вот, есть опасения, возможно, что Китай мог бы поставить вот эти полупроводники, эту электронику, компоненты, которые бы дали возможность Российской Федерации возобновить производство этих видов оружия. Ну, а в целом ситуация для американцев следующая. То есть их стратегия вместе, то есть убедить союзников по НАТО, страны G7 и послать по всем каналам самый недвусмысленный месседж, что Китай надо выбирать. Или у них будет и дальше, хоть ограниченный в последнее время, но тем не менее, доступ к западной финансовой системе, или же Китай будет помогать России. И то, и другое несовместимо. Для того, чтобы китайцы это поняли, Соединенные Штаты с союзниками вот сейчас готовят, буквально сейчас ведутся переговоры в эти дни в Европе за закрытыми дверями. Детали о этих переговорах и детали пакета санкций, которые разрабатываются, не разглашаются, но вот этот пакет будет представлен в качестве, ну, как орудие, назовем вещи своими именами, шантажа Китаю. То есть речь идет о том, что Запад готов надавить на банки и частные компании Китая с тем, чтобы, значит, отрезать всю экономику страны, ну, не всю, не будем говорить на 100%, но значительную часть экономики страны от западной финансовой системы, без которой, как считается, экономическая система Китая существовать практически в нормальном варианте не может. Вот такая вот сложилась позиция. Китай. Я вот в ходе визита Лукашенко регулярно читал различные китайские средства массовой информации, которые делали комментарии по поводу этого визита. Ну, не только в отношении Белоруссии, войны в Украине неизбежно, взаимоотношения с Россией, Соединенными Штатами Америки и вообще то, как Китай глобально себя позиционирует сейчас, после того, как страна начала выходить из долгой спячки, порожденной, вызванной ковидом. Так вот, главная задача Китая сейчас, проснувшейся китайской дипломатии, это пытаться оседлать или возглавить то, что сейчас называется глобальный юг, а раньше называлось странами третьего мира. То есть это вот те страны, которые, их много, по численности населения гораздо больше, чем страны Запада. Некоторые из них обладают мощной экономикой, такие как Бразилия, Индия. Но это не самые передовые страны, это не страны западного мира. Технологически не самые супер-пупер, что называется. И для того, чтобы оседлать их, для того, чтобы возглавить, Китай выступил с вот этой не планом, а то, что они называют документом о позиции Китая по урегулированию войны, или как они называют, конфликта в Украине. Вот это их сейчас главная цель. Они всеми силами упорно привлекают на свою сторону в плане реализации этого плана
все, что они могут. Вот Лукашенко. То есть, если о чем-то больше всего писали китайские СМИ в связи с визитом Лукашенко, это словеса, большое спасибо, ура, Лукашенко поддержал. Хотя, казалось бы, ну такой Лукашенко. Тем не менее, столько радости было, просто представить невозможно. А дальше там еще ожидается Макрон приедет, Урсула фон дер Ляйен. Вот это самое главное для Китая. Это стратегическая цель. Она имеет и вполне определенное прикладное значение. Значит, собрав существенную когорту стран под своим крылом и под эгидой вот этого документа о позиции Китая по регулированию, Китай собирается развернуть широкомасштабную кампанию в Организации Объединенных Наций. Вы помните, все время с начала войны там Украина и Соединенные Штаты, в общем, весь западный мир собирал весьма внушительную поддержку Украины. Сначала было там 143 голоса в конце прошлого года, последнее голосование, то ли, по-моему, 141 при 7 против. Но вот Китай хочет дать бой, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций. Поэтому в ходе визита с Лукашенко там подчеркивалась важнейшая роль ООН, надо просто блюсти его как зеницу ока, всячески поддерживать. То есть вот их стратегическая цель. То есть Китай – это голубь мира, громадный голубь мира, который вот противостоит гегемонизму, империализму и прочим измам. И вот в этой ситуации, хотя бы чисто политической точки зрения, открытая помощь, а для того, чтобы вот сломить ситуацию или переломить ситуацию в ходе предстоящей весенне-летней кампании, необходима широкомасштабная, немедленная и практически открытая помощь. Вот она как-то никак не вписывается в те стратегические ходы, которые сейчас пытается делать Китай. Вторая ситуация – это, конечно, экономика. То есть Китай не мог, вот как считается, как бы весы, которые стоят перед Китаем, с одной стороны, значит, но никак нельзя сделать так, чтобы Путин был полностью разгромлен, поскольку это очень сильно усиливает Соединенные Штаты, самый главный враг Китая, и вообще западный мир. А поскольку Китай является стратегическим союзником без границ и берегов Российской Федерации, то полное сокрушительное поражение Путина будет также в какой-то степени, в значительной степени, наверное, да, поражением и Си Цзиньпина, поэтому вот как-то хочется этого избежать. С другой стороны, ну вот этот план мирный Китая и его стратегическое наступление по всему миру, которые они сейчас начались, никак не вписывается в идею начать снабжение летальным оружием одну из воюющих сторон. Ведь вы же заметили, мы об этом говорили, что весь этот план о урегулировании войны в Украине, в нем Китай как бы парит над сторонами конфликта, он вне этого конфликта, он выше этого. Это, в общем, кондор такого мирового масштаба, который пытается, значит, по своему влиянию превзойти Соединенные Штаты Америки. Но не должен он становиться не должен он идти при всем этом гигантском глобальном плане, не должен он идти на поставки летальной помощи Российской Федерации. Хотя, с другой стороны, есть и искушения. Вот на эти искушения обратил внимание журнал «Экономист» в последнем номере. Значит, там анализируются взаимоотношения между поставками оружия между Российской Федерацией и Китаем, начиная с 2001 года.
Так вот, значит, то есть начиная с президентства Путина. С 2001 по 2015 год Россия каждый год продавала и поставляла Китаю вооружение на 2 миллиарда долларов ежегодно. В 2015 году было заключено соглашение о поставках Китаю российского вооружения на 7 миллиардов долларов. То есть Китай как бы был ведомым партнером в этой двойке. И теперь у Китая перед ним открывается перспектива стать ведущим, так сказать, партнером. И для этого у него все есть, потому что Китай сейчас является четвертым крупнейшим в мире производителем оружия. Четвертым. А если взять крупнейшие компании ВПК, то из 20 крупнейших компаний вот сейчас по всему миру 7 из них китайские. Ну, если брать вооружение с точки зрения оценивать современности и тактико-технических данных, то Китай во многих видах вооружений существенно опережает Российскую Федерацию. У них есть самолет 5-го поколения, в отличие от России. У них есть плавающие, действующие авианосцы в отношении Российской Федерации, если мы, конечно, не будем считать злополучного авианосца, так называемого Кузю. Ну и по количеству единиц военно-морского флота Китая он вообще первое место в мире занимает. С другой стороны, значит, поэтому считается, что Китай, очень лакомая такая перспектива начать поставки оружия Российской Федерации. В обмен считается, что Российская Федерация могла бы поставить Китаю двигатели РД-180 для межконтинентальных и в том числе баллистических ракет. Это вот те двигатели, которые Российская Федерация поставляла в Соединенные Штаты Америки, когда в связи с российской агрессией 2014 года Соединенные Штаты постепенно прекратили это дело. И сейчас, это был один из немногих экспортных, так сказать, товаров, продуктов, которые Роскосмос поставлял на внешний рынок. Они сейчас сидят на мели. И вот сейчас появилась такая возможность. Насколько это решающе будет играть значение, никто не знает. Вот, собственно говоря, такой расклад сил в настоящее время. Китай, рассматривая за и против еще поставлять, не поставлять, надо отметить еще вот что. Китай очень зол на Российскую Федерацию и лично на Путина, потому что Путин разболтал фактически, Российская Федерация разболтала, она бы никогда бы это не сделала без Путина, разболтала о том, что Китай якобы готов поставлять летальное оружие Российской Федерации. И вообще вся эта болтовня пошла от Путина, когда он начал первый рассказывать о том, что Си Цзиньпин уже вроде все договорено, и он вот-вот приедет с государственным визитом в Москву. Да, я повторяю, что до сих пор, вот как Путин говорил, а Пекин молчит. Путин опять говорит. В последний раз он об этом говорил, когда в Москву приезжал Ван И, главный, так сказать, куратор всей внешней политики Китая. И опять Путин высказался в том плане, что визит в принципе решен, китайцы молчат. Ну и, наконец, откуда поползла информация о том, что китайцы будут якобы готовы поставлять летальное оружие. Из Москвы это пошло. И без Кремля, без личного указания Путина это не было бы сделано. Китай в бешенстве. А о чем говорят вот эти утечки из Москвы? То есть, у Путина масса недостатков, которые мы с вами неоднократно обсуждали. Но что касается вот этих способностей сохранять, когда надо, определенные вещи в тайне, то в Российской Федерации при Путине дело обстоит достаточно неплохо. Но я сказал бы так, гораздо лучше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки. И если они уже пошли на это, то есть
американцы раскрывают развединформацию для того, чтобы что-то предотвратить, да, вот раскрывали информацию о готовности России вторгнуться в Украину для того, чтобы предотвратить это. Путин с его подачи делается утечка, я считаю, от отчаяния. Он понимает, что это сделано без согласия с Пекином, вызовет там раздражение. Оно не поможет ему, вот эти вот утечки информации, не помогут ему ускорить приезд Си в Москву и принятие решения о поставках летальной помощи России, скорее напротив. Он это делает от отчаяния, чтобы как-то так вот поднять настроение в своих вооруженных силах и вообще среди населения. То есть это вот как-то так напоминает мне последние 1,5-2 года существования Третьего рейха, когда ситуация на поле боя становилась уже практически безысходной для всех понимающих в военном деле людей и политиков, и только один человек питал какие-то иллюзии. Вот сейчас происходит то же самое. То есть вот этот фактор, и западные разведки обращают на это внимание, о том, что, во-первых, Китай зол, и теперь это помешает принятию Китаем позитивного решения, вернее, очень может помешать Китаю принять решение о поставках летального оружия, но от отчаяния Путин вот сделал такую глупость. Поэтому вот, прочитав массу источников серьезных, которым можно доверять, и помня вот содержание того брифинга, тех слушаний в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, о которых я вам рассказал в предыдущих 2 частях видео, там не было, собственно говоря, речи о возможной летальной помощи Китая, но сам дух высказываний по смежным вопросам дает основание полагать, что Китай на данном этапе проявит осторожность. И между нормальными экономическими отношениями, ну не скажем нормальные, но имеющим место экономическим отношениям финансовым с Европой и с Соединенными Штатами Америки. Значит, он предпочтет их, а не опрометчивый шаг по оказанию летальной помощи Российской Федерации. Я не ожидаю, что в ближайшие... А для нас самое главное – это вот предстоящие 6 месяцев. И для американцев это главное, и для ВСУ, я понимаю, как самое главное. Китай не должен поставить, скажем так, Российской Федерации оружие, которое сможет изменить ситуацию на поле боя. Надо смотреть внимательно за Белоруссию, что там будет в военно-промышленном комплексе. Может быть, Китай там поможет что-нибудь с полупроводниками. До сих пор то, что говорит американская разведка, Китай поставил в Россию, это в основном предметы индивидуальной защиты, каски, бронежилеты, одежду, полупроводники на сумму, ну, правда, не впечатляющая сумма, $1,2 миллиона. Но это не летальная помощь. Да, и еще запасные части для самолетов. Это предметы двойного назначения. И в этой связи, видимо, именно исходя из этой оценки, тут я вот заметил какой-то дуализм в оценках разведсообщества США. С одной стороны, директор ЦРУ вместе с Тони Блинкеном. Они говорят о худшем варианте, что есть серьезные указания, что китайцы близки к принятию решений о поставках летальной помощи. А Байден говорит, последнее его высказывание: я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по поставке оружия России. Видимо, он прислушался к оценкам Эверл Хейнс,
директора национальной разведки, которая, значит, в принципе, она теоретически стоит над ЦРУ, над 17 всеми агентствами разведсообщества США. И вот она, видимо, это она сделала отличную от директора ЦРУ оценку. Поэтому вот такая ситуация, господа. Из этого можно сделать единственное. Следим за ситуацией в Белоруссии и очень надеемся на успехи ВСУ в ходе предстоящей весенней летней кампании. Кстати, замеряю регулярно температуру в 6-й палате на Соловьином помете. Там стоит мрачное настроение и большая настороженность. То есть последние, по их оценкам, при помощи Соединенных Штатов и других стран НАТО подготовлено около 28 бригад вооруженных, новых бригад в вооруженных силах Украины. Это практически 3 корпуса, подготовленных по натовским стандартам, вооруженных натовским оружием, имеющим натовскую разведку и натовскую систему управления. И вот, как считается, высказывают опасения на Соловьином помете, вот эта махина готова нанести удар, причем в ближайшее время. И у них, ну, обычно там они булькают, там, а вот мы, там, ядерное оружие по Вашингтону, Посейдон там поплывет куда-то в затухающую даль. Они уже даже об этом не вспоминают. Там мрачное настроение. Но нам не свойственно с вами шапки-закидательское настроение, поэтому, как говорят американские, keep your fingers crossed. Держите пальцы скрещенными, да? И, как всегда, слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и уверенности в нашей окончательной победе. До новых скорых встреч!